Всем привет! С вами Кэролайн и Коля. И сегодня мы берем вас на Икебукура и будем искать там косплееров. Сегодня на мне шапочка от Бэйби, платьюшко от Бэйби, кроличек от Бэйби, Сатурн от Вивиан Вествуд. Ну все, панталончики от Ангелик Флетти. Помните такую курточку? Как проходят выборы? Все с Hello Kitty, весь мерч. Пытаемся, в общем, найти Starbucks Депата, и пипец, это как сложно оказалось. Почему-то тут огромный этаж, написано, что тут есть Starbucks. Мы прошли весь этаж, Starbucks нет. Но он указан и на карте, и на внутренней карте на этаже. Пытаемся найти новый Starbucks. Там мы еле его нашли, и в итоге он был весь забитый, и люди там вообще не собирались уходить. Часть читала, часть была за ноутами. То есть там вообще был не вариант сесть. Смотрите, какая реклама Duolingo. Мы наконец-то Starbucks, обошли целых 3 Starbucks, везде было все занято, один был вообще супер маленький. Вот хоть один нашли с местами, наконец-то будем есть. Потратили на это где-то 1,5 часа. На Икебукура, как обычно, очень много людей. Даже в таких более маленьких улочках. На самом деле не очень понимаю, почему тут все стекаются. Сам район нам лично как-то не очень, что ли, нравится. Он довольно пустоватый, нам кажется. Тот же Синдзюку, Харадзюку, Шибуя как-то поприкольней. Что-то происходит, пока еще не знаем что. Кто-то, кажется, выступает. Короче, из-за кого-то, кто поздно встал, из-за кого мы долго искали еду, не будем показывать пальцем, мы, кажется, все пропустили, и все косплеи уже разошлись. Косплей. Сейчас, да, уже начался сезон городской подсветки рождественской. Хотя даже еще Хэллоуин не прошел. Тут вот целая лестница, где прям разрешено сидеть. Японцы почему-то очень любят сидеть на лестницах, что аж прям где-то это запрещено. Но есть прям отдельные лестницы, где написано и указано, что можно сидеть, и людей там обычно много. Ой, я вижу косплееров. Вообще сегодня проводится какой-то фестиваль, правда он платный. И, в общем, это фестиваль с косплеями. Мы как бы не стали покупать билеты, потому что, мы как-то и, в общем-то, нашли мало информации, что именно там будет. Вот, и люди сказали, что, в принципе, на улице будет много косплееров, и что можно и так на них посмотреть. Вот, поэтому мы решили сегодня поехать в этот район, чтобы увидеть косплееров. Но пока мы встретили буквально несколько штук. И ищем один парк, где вроде как они должны стоять, но пока почему-то не можем его найти. На Икебукура тоже есть много магазинов всякого мерча, но в основном это более какой-то мелкий мерч, в отличие от Акихабары, где есть и фигурки, и куча всего. Мы вроде бы по локации пришли на правильное место, но почему-то там никого не было. Теперь, не знаю, пытаемся просто в толпе вычислить, кто куда идет.
встречаем некоторых прям больших косплееров. Ну, больших, в смысле, у них большие костюмы. О, может быть, вот эта улица с деревьями, на которой фоткались, кстати. Вроде похоже чуть-чуть. Ну, не знаю. Ну, может, пойдем. Да, это как раз типа... Вообще, по фото как-то тоже не похоже. Там какое-то здание еще на заднем плане. Хотя, знаешь, вот эта вот крыша, вон та вот, похожа вроде бы, да? Или нет? В общем, пытаемся по фоткам вычислить, где место, на котором фоткали большое количество косплееров. Можно зайти в центр с хваталками. Огромный центр, кстати, наверное, самый большой. Да, есть такой. Ой. Большой кегль. Ой, это те рубашечки с котиками. Нет, это не рубашечки, это... Да, это то, которое мы видим на Шимахита Завита. Да, но это уже не рубашка, это именно типа как какая-то юката, не знаю. Идем к новому месту. Часть людей уже решила, видимо, праздновать заранее Хэллоуин, то есть уже некоторые одеты в хэллоуинские какие-то наряды. Или хотя бы просто у них какие-нибудь ободки под Хэллоуин. Вспомнили место из первого сезона. Я здесь как раз снималась в своем первом платьюшке от Ангелика сиреневом. Это было где-то 1,5 года назад, наверное, уже. Тут как раз начинается, видимо, этот парк, который мы сначала не поняли, про какой говорят. Вот. Тут, кстати, тоже Starbucks есть на верхнем этаже. Не, ну просто про эту информацию вообще никого не было. Кто ж знал? Сейчас, надеемся, найдем какие-нибудь косплеи. Ой, я вижу там группу косплееров. Тут вроде бы что-то начинается, но так как уже поздно, сейчас, похоже, уже будут все расходиться. Посмотри, как это. Какие-то косплеи, но да, как-то вообще все расходится. Непонятно, что... Ой. Стереотипная о Японии, что он знает, это бонсай, как бы. Я, кстати, вообще это уже давно не слышал, не знаю, сколько лет. Я тоже. Где-то американская, вот что туда вот. Так ты видел? Назад слышал. Да, но он какой-то прям скуф был америкосовский. Или даже не америкосовский, он прям рыжий такой, может, он с каких-нибудь там, не знаю, Европы, Нидерландов и так далее. Врезалась своим Vivienne Westwood кадилом. Прям от железный забор ударила. Ну, вроде бы целый. Как мы видим, уже все уезжают со своими чемоданчиками японскими. То есть реально все, часть людей уже разъезжается. Хотя вон там вот мы видим какую-то толпу. Вот. Не знаем, что это. Сейчас подойдем. Ну там куча косплееров. Ой, да, тут что-то происходит. Но много уже собранных. Ой, я, кажется, вижу Кагуру. Уже больше похоже на ту площадь, про которую мы смотрели. Мы тут уже много встретили рощи русских людей. Вот. Мы их слышали. Походу глухой, да? Не правильно понял? Потому что я нормально говорился. Да, в общем, к нам подошел какой-то дед, сфоткал меня на какую-то мыльницу, вот, попросил перед этим. Древний, прям не знаю. Короче, из 2007-го телефон. Да. И попытался нас спросить, откуда мы, но почему-то он не понимал ни по-английски, ни по-японски. Мы ему сначала по-японски говорим, но он нас не понимает. Он пытается нам на английском говорить, но сам не понимает, что на английском говорит. И наши ответы на английском он тоже почему-то не понимает. То есть он и по-японски, и по-английски не понимал. Это так странно. И я его, надо было на камеру включить и тоже было заснять, но что-то как-то я растерялась.
И не поняла, но он, похоже, принял за меня... Он сказал, что косплеер из России целую Лолиту косплеишь. А, кек. И спросил, придем ли мы завтра еще. Так странно. И мне показалось, как будто он сказал, что я крипи Лолита именно, типа. Это Нараприти хотел сказать. А-а-а. Красивая. Он просто реально путал слова вообще. Ага. В общем, странный чел. Какая-то колонна косплееров, но мы не понимаем, они куда-то идут или откуда-то. Мы хотели их обойти, но как-то тоже непонятно, с какой стороны их обходить, куда они идут, что они идут. Что-то тут какой-то организации прям нету, и мы не понимаем, что происходит. Мы чуть-чуть обошли косплееров, но не понимаем, что они куда ждут в общем очереди. Вот. Может быть, это, конечно, очередь в раздевалку или что-то. Ну, в общем, тут огромная толпа косплееров, вот. И непонятно, куда и что идти. А, мы тут уже были, мы круг сделали просто. Она начинается откуда здесь. Ага. Вот, ну, у косплееров тут действительно прям толпы. Какой-то похожий этот бэкэнд как бы этого места, поэтому тут все выходят и Тут типа все-таки место побольше, да, для погуляния, потому что в том, там реально видел маленькая площадь была. Заметили, да, что тут еще и много прям иностранных косплееров. Да, похоже, это реально вся толпа оттуда ушла. То есть люди, видимо, выходили из залов именно в косплее и куда-то шли переодеваться. Непонятно куда, правда. Хотя какая-то толпа все еще идет. Ну, их прям пачками. Посмотри, они прям толпой идут. Прям змейкой туда, да, идут. Только косплееры одни, может, там они. Короче, можешь просто встать и всех снимать. Не знаю, нормально ли их снимать. Ну да, зачем? Нету табличек, что их нельзя снимать, потому что обычно такое есть, и вроде никто не шугается. Я чуть-чуть сниму, ну, не знаю, как бы. Все такие красивые, в общем, но мы все пропустили. Тут еще будет вроде бы все это мероприятие длится 2 дня. По идее, мы можем завтра прийти, но я не уверена, что мы встанем рано, чтобы вот это вот идти туда и всех снимать. Мы поняли, что это за толпа, куда они идут. Да, они идут в зону багажа. То есть все эти люди сейчас стоят в очереди, чтобы свой багаж забрать и переодеться, уже поехать домой. И вот эта вот змейка, вы видите, как они тут ходят. Это четверная змейка, и там еще тоже до этого было просто огромно, я не знаю, сколько тут метров, это вся толпа и очередь. Ну, в принципе, они довольно быстро двигаются, но опять же, это просто огромная толпа. И просто, чтобы забрать багаж. Ну, с другой стороны, а как иначе? Если такая толпа вся ринется, то как они там разберутся? Наверное, это даже лучший вариант, просто быть такой толпой и идти в очереди. Причем тут идут, как я вижу, не только косплееры, тут идут и фотографы, видимо, у них оборудование какое-то там лежит. Вот. Тут тоже с чемоданами пришли. Да. Мы увидели KFC. Косплей Макдональдса. Столько упущенных возможностей. Ну, вообще, как бы... Ну, не знаю, как-то по номеркам. Как быстро найти и свое место забрать. Без понятия. Почти весь косплей посмотрели, вот. А все клевые. Очень все клевые. Все пропустили. Да, только она, кажется, не одна. Я как будто еще видела Тоху. Толпа. Все не заканчивается. Тут много Геншина еще было. Вот это, кстати, строится прям мальчики, косплееры. Вот.
Опа. Что мы поняли? Тут большая часть косплея это что-то на китайском. Это какой-нибудь Геншин и какие-нибудь другие игры. Тут очень много именно всего такого. А по аниме такое впечатление, что тут даже, мало всего. То есть... Видно, процентов 10 только там. Ну, да. Ну, или это какие-то вообще персонажи, которые мы не знаем, но я все равно почти всех, и даже если аниме не смотрела, я персонажей все равно видела много раз где-нибудь, вот, поэтому довольно тоже странно. Вот. Ну, по сути, да, Геншин. С одной стороны, вроде куча косплееров, с другой стороны, прям косплееров, которые я бы сняла, тут, единицы. Много не пропустили. Что я видела? Я видела из Гинтамы несколько персонажей, Кагуру хорошо вроде рассмотрела, и ее брата, не помню, как уже его зовут. Из Евангелиона было Рэй и Аска. Где-то Синзи потеряли, не знаю где. Жожо был один. Кажется, я видела Санджи из One Piece. Потом был типа косплей на какие-нибудь спортивные еще аниме, типа волейбола, баскетбола. Что еще? Из Тохо несколько персонажей. Какие еще были персонажи? Вроде все куча неизвестных. Куча китайских, потому что там даже по нарядам видно, что это типа что-то из китайского, вот. Фрирен еще была, потом семья шпиона, и то только девочка Аня была, вот. Похоже, все, да? Ну да. Как-то даже кого-то еще. Марио был. Довольно странно немного. Кого у тебя косплей? В общем, меня еще раз сфоткал какой-то уже мужчина такой. Ну, уже фотик посерьезнее был прям такой. Да, профессиональный. он именно, профессионально, видимо, пришел фоткать косплееров. Видимо, я косплеер, я просто фотила Лолиту. Вот. Тот дед, он сразу понял, что я Лолита. Он хотя бы знает. Этот непонятно, он просто решил меня сфоткать, как бы. Окей. Какой-то Сунщен Сити, вот. Что-то на китайском, да? Чего? Косплей закончился. Эх. Грустно. Девочки миленькие. Вообще машин нет. Вот, сука. И сегодня специально все цены увеличили на 30 йен где-то. На 3 дня, как бы, думаю. И тут тоже заклеено все. Да. Серьезно? Ради сегодняшнего дня это переклеили, чтобы навариться на косплеерах? Вполне возможно. Типа косплеи дорогие очень. Значит, они могут себе позволить по это. баночке купить. Снимаю башенку. Подожди. Как ее не снять, типа? А ты Еще не раз. поверишь, что ты в Токио находишься. Ой, Sky 3. Да, мини Sky 3 на крыше дома. Придется, похоже, завтра идти нам, надевать меня в другое волевское платье, чтобы меня все пофоткали. Да, каждый раз разная реклама, и всякие девочки есть тоже, которые просто в платьях, и там, даже не помню название, короче, всякие вафели или антикварные милости, называются игры, и там просто куча таких девочек с платьями. Поэтому ты вполне могла сойти за одной из них, и это как фотографы не будут же знать абсолютно все тайтлы, просто красиво. Это ж, наверное, еще некоторые просто могли также приехать, как и из других городов, чтобы потусить чисто. Да. Если просто с чемоданами так по городу катаются приезжие. Или они просто здесь живут. Ну да. Тоже как бы.
все купить тебе, да? Ой, тут еще выложили тыковки. Они чуть-чуть изменили тут все. Хархаруин. Да. Ой, ну миленько. А я так еще. Я сфоткала еще одна девочка, она решила со мной сфоткаться прям вместе. А какая-то девочка, видимо, из Китая, вот с мамой прям. А может быть, приехали даже на косплей чисто посмотреть. Вот и со мной сфоткалась девочка китайская. Это гадальные места все, кстати. Посмотри, это аллея гадалок. Да нет. Да. Да нет. Да. Серьезно? Да, серьезно. Да не может быть. Там деды сидят, и что-то разговаривают. Мы думали, что это да, косплееры, но это не косплеер. Нет, это похоже просто столики. Хотя не знаю. Нет, у них вон Все гадание? Да, это гадание. Я уже говорила в каком-то видео, что в Японии довольно популярно гадание. И вот тут вот все столики, как мы поняли, как будто это гадание. Ну, не факт, мы что-то как-то не видим, что это где-то написано, потому что обычно прям есть какая-то вывеска, Так, но вон они. очень похоже. Да? Вон вроде похоже. Или если тебе плохо по жизни, то ты, в принципе, можешь, тебе нагадают, как тебе лучше быть. Именно. В общем, мы посмотрели, нет, это все-таки не гадание, это что-то другое. Это вроде бы как для просто пожилых людей какая-то консультация по здоровью. Вообще очень странно выглядит все, ну ладно, допустим. Тут написано не кормите голубей и котиков, значит где-то тут должны быть котики. Не знаю, они это или нет, но похоже на тех парней из ТикТока, которые видосики пилят. Прям какой-то кей-поп магазин. Подожди, это кей-поп или джей-поп? Да, это кей-поп. О, целый магазинчик с мерчом. Аниму алтарь. Тоже магазин с мерчом, но тут более мелкий опять мерч, всякие значки, наклеечки. Вот, мы можем зайти вот в косплейный магазин, посмотреть, что там. Правда, там, кажется, нельзя фоткой. Ну, посмотрим. Тут супер высокая лестница. И сразу начинается все с косплея. Прям куча косплея. Тайтлы написано. Китайские вот эти, которые все. Ну, тут разные мечечки. Косплей по Sailor Moon. О, косплей по Темному Дворецкому. Вы можете увидеть, какое качество у косплея. Ну, конечно, оно прям совсем алик. Очень все блестяще. А цены тут обычно довольно неплохие. Ну, хотя 6600, не, наверное, все-таки более-менее нормальная цена. Были какие-то такого же плохого качества, но за большие цены. Не сказать, что прям очень много тайтлов. Опять, как вы видите, очень много какой-то китайщины, если честно. А как тебе Crazy Big? Эден. Окей. Ну ладно, этих чуваков. Рабиты? Хотя нет, подожди, это не то. Нет, я никого из этого не знаю. Да, это айдолы, похоже. Вот какой-то более большой косплей. Уже за 22 тысячи йен. Ну, не знаю, мне кажется, выглядит, конечно, не очень. То, что просто это большое платье. Вот этот косплей даже неплохо выглядит, вроде не так блестит. 16... О, подожди, Ну, это 169 тысяч. Ну да. Я Потому думала, это что получше 16. выглядит. Я думала, это 16 Нет, тысяч. это даже вон отдельная 16 ман. Да, поэтому она получше выглядит. Но это все равно не хлопок какой-нибудь или не хорошая супер ткань. Ужасно. Видите, какой же дохамбайки мы нашли. Чуваки из Дюрарара. Вообще что-то никогда такое не замечала. Вау. Угу.
Зайдем сейчас в Большой Буков. Ой, какой-то косой. Уху, Жожа. Смотрите, как удобно. Тут штативы стоят, и можно телефон поставить и снимать, как ты играешь. Это Жожник. Тут все в фотобудке. Показывают, как нужно пользоваться фотобудкой. Тут есть вот такой вот фотоуголок. Можно свою игрушку или, не знаю, фоточку приложить и сфоткать. Вот тут разные локации. Можно вот выиграть маленькую игрушечку. Вон, например, какую-нибудь. Поставить сюда вот и сфоткать вот так вот. И тут разные вот мини-локации. Хэллоуинские есть, футбольные и так далее. Вот еще мини-уголочки для фото. Ой, даже можно нарядить свою выигранную игрушку. Вот шапочку, например, надеть, сфоткать и назад ее вернуть. Вот эти игрушечки очень много, которые можно потом там пофоткать. Какая-то карусель для того, чтобы покатать. Ага. Хоть тут и много всяких персонажей, но это все какие-то вообще нам неизвестные. Буков, но как-то тут цены выше, а выбора как-то меньше, чем у нас. В общем, тут какой-то гадинский развод. Тут многие фигурки стоят дороже даже, чем в магазинах новые покупать. Хотя эти как будто должны быть бэушные. И тут однотипные все тайтлы. Как вам? Можно купить какие-нибудь старые диски. Просто посмотрите, сколько этого всего. Это только один ряд. Гарри Поттер за 800. Жесть. Как вам такое? Вот что-то кассет только не можем найти. Глиняных табличек еще не хватает. Заклеенные. Нет смысла. Просто этаж манги. Очень много манги. Кажется, я нашла тот самый отдел, который нам нужен. А мы тоже любим кабукичо. Это когда после зазывал, когда ты ходишь? Да, типа? он его снял на кабукичо. Все. Пытаюсь найти то, что я читала, но довольно сложно. Слишком много всего. Кажется, нашла. Топовая манга. 350 йен. Еще и аниме есть. Тут такая клевая рисовка. Тут и другие манги этого же автора. Тоже другое. Тут он, короче, снял какую-то девочку маленькую, да. Вот. Потом его полиция остановила и типа что это за инквизиция какая-то. Прям чего-то топового мы не нашли. Я думала, может, какие-то фигурки будут прикольные, но можно было только мангу купить, но я еще недостаточно хорошо знаю японский, чтобы читать мангу на японском. Типа чисто для коллекции можно было купить. Уже начались рождественские коллекции. Посмотрите, какая реклама. Как вам такое?
Смотрите, какая улочка. Фоточки, как было раньше. А фонарики выглядят довольно волшебно. Тут можно заказать какой-то рамен в длине. Как вам такое? Но меня смущают эти котики. А, это котики из аниме. Да, это которые готовочные эти. Да. А то я уже побоялась, что из мяса котиков будет. Похоже, это какой-то типа дзюсы, или как это называется, Да, а там написано аниме для взрослых, Да, короче. оно называется орал сигареты, типа ротовые сигареты. Прям. Это очень, это супер по-взрослому звучит. Это как, я не знаю, назвать аниме коммунальный платеж. Посмотрите, какой милый лючок. Тут вот такая вот улочка. Тоже уже фонарные столбы подсвечены. А такие лавочки. Как вам? Ну, люди сидят. Идешь, так и оп, экранчик спрятался. Слишком высоко. Кто так высоко голову поднимает? Какие-то косплееры еще остались из Тохо. Посмотрите, какой интересный косплей. Япония. За углом спрятался туалет. Или какое кафе тут нашли? Тут еще Как вам такое? девочки на вынос есть прям. Вот это именно. Надо место. Типа огромный телефон. Окна сделаны под клавиши. Забавно. Как вам гача просто с какими-то безвкусными платьями? Или обувью? Ну ладно, обувь более прикольная. Платья какие-то, ну совсем. Это очень странная гача. Фигурки из магички. А вот и платье вживую. Гача — это такая реклама, получается, была вот этого вот магазина. Кажется, мы видели на них косплей, да? Мы и косплей, и видели в этом, в вытаскивалке были. Вам уличное развлечение. А там что-то будет? Зашли еще в Starbucks. Взяли по бутеру, чтобы покушать и пойти дальше гулять. Признавайтесь, кто смотрел это аниме? У нас тут очень тихая прогулочка. Очень тихая.
Как же видео без храмов? На пути встречаются обычно очень много. Если что, мы отошли буквально чуть-чуть от Икебукура, и тут вообще уже людей нет. Так что, если кто-то до сих пор верит в стереотип, что Токио настолько переполнен, что людям жить и ходить негде, то это не так. Я думаю, по нашим влогам вы уже могли заметить, что большинство улиц вообще не заполнены людьми. Такое впечатление, что мы одни ходим. Тут район с множеством храмов, но они все закрыты. Так не клево. Зашли в туалет. Такой вот туалет в парке небольшом. Туалет довольно чистый, на удивление. На самом деле не всегда чистые туалеты в Японии. Тоже какой-то стереотип, что всегда чисто. Но нет, это не так. Бывают разные туалеты. В основном, конечно, они чистые. Даже если туалет грязный по виду, то редко там прям воняет. Вот. Но иногда все-таки бывает. Например, когда мы ездили на море, там был ужасный туалет. Просто невыносимо ужасный туалет. Там и воняло, и он был грязный, он был супер старый. Там ходит человек. Похоже, что это какой-то бомж, и он себе ночлег делает. У него куча пакетов, он переносит их в одно место. Да, в Японии мы встречаем довольно часто бомжей. Есть бомжи, которые прям на одном месте, грубо говоря, живут. Но все же это у них как стиль жизни. Это прям их выбор, потому что в Японии очень много каких-то штук для предотвращения всего этого. То есть какие-то пособия. Вас могут устроить на работу. То есть если вы не хотите быть бомжом, вам помогут в этом. Даже куча соцжилья, которые очень дешево стоят. Видела в ТикТоке семью, русскую вроде бы, которая рассказывала о том, что они просто за какие-то смешные деньги снимают жилье, потому что они подавали как раз документы, что они малообеспеченные. Там буквально они в месяц несколько тысяч отдают. То есть даже за такую сумму в России не найти какое-то жилье, чтобы можно было снимать. Блогеры уже делали видео, когда прям подходили к бомжам и спрашивали, типа, почему они так живут. И они, в принципе, говорили, что, просто они именно так чувствуют и хотят этого. Просто они не хотят работать, например. Даже нам, когда мы были студенты, нам выдавали деньги, сам город нам платил. Поэтому в Японии, да, скорее бомжи — это просто стиль жизни. Просто посмотрите, какой тут спуск-уклон. Кстати, на камере он более выглядит нормально. Не так резко почему-то. На камере более плоско выглядит. Почему? Реально не так. Супер отличается. Камера делает все плоским. Вообще не понимаю, как так. Тут такой уклон сильный. От Икебукура мы решили пройтись до Синдзюку. Будет ночной Синдзюку. Пришли мы на Синдзюку. Сейчас тут прогуляемся и пойдем домой. Сейчас 11:12, но посмотрите, сколько тут людей.
В общем, как обычно. На Кабуки-чо ничего не меняется. Как обычно, огромные толпы, вечерний мусор. В общем, обычный Кабуки-чо вайб. Вот. Все так же стоят завалы толпой. Ой, какие-то косплеера ходят. Тут тоже уже немного вайб Хэллоуина. Вот. Некоторые уже в каком-то недокосплее ходят. Как иностранцы, так и японцы. Вот. Как-то так. Идем сейчас домой по Окуба. Это такая корейская улица. Правда, сейчас уже почти все закрыто.